Добрый день, друзья! Ролик, который вы сейчас увидите, был отснят 10 дней назад. Интерес к этой теме большой. Пересадка и омоложение орхидеи после 8 или 10 лет роста в одном горшке – это действительно сложно, но очень интересно. Я решила для этих двух орхидей создать плейлист, и наблюдать мы за ними будем каждый месяц. Смотреть за их успехами, за их неудачами. За 10 дней я увидела очень интересную динамику роста. Я хочу с вами поделиться этим, и будет это на регулярной основе. От того кошмара, который вы сейчас увидите, дождемся цветения этих двух орхидей. Если кому-то будет интересно следить за успехами и неудачами этих орхидей, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, и мы все с вами вместе увидим. Иди, я тебя покажу. Иди, мой золотой. Тебе тоже хочется поучаствовать, да. Хочется поучаствовать в съемках. Да, мой край. Да, ну посиди спокойно, пока... Подожди, посиди спокойно. Покажись какой-то... Ну подожди, не облизывай меня. Покажись какой ты красивый и уже почти воспитанный. Да? Вот. Здравствуйте, друзья. Да, вот сегодня я вам показываю еще раз нашего питомца. Уже почти воспитанная собака. У нас он месяц. Собака взрослая, 2 годика. Да. Всегда присутствует на съемках, но только внизу цокает своими коготками по паркету. Да, сейчас я его опущу и расскажу вам об этих орхидеях, которые стоят на столике. Вот такой у нас мальчик есть, красивый. Да, вот такой мальчик. Такой мальчик Ричи. Да? Все, Ричи, не будешь мешать нам? Давай, иди занимайся своими делами. Еще раз здравствуйте. 2 горшка, которые стоят сейчас передо мной с орхидеями, если это можно вообще так назвать, я получила в наследство. Хозяйка уезжала, вряд ли вернется в наш город, поэтому раздавала все свои цветы. И вот таких 2 цветка досталось мне. Я в таком состоянии орхидеи вижу нечасто. Смотрю на них, даже не знаю, с какой же стороны к ним подступиться. Первое, что я сделала, я взяла 2 своих микроскопа, смотрела в оба. Сначала в 40-кратный, потом 60-кратный. Первое, что я очень хотела определить, нет ли на них каких-то насекомых. Насекомых нет, никаких. Поэтому я принесла их в ту комнату, где у меня находится большое количество орхидей. Хочу сейчас, не разбирая, вам показать, как же живут в орхидеи вот в таких условиях. Условия, сказать кошмарно, ничего не сказать. Как они выживают. Но орхидеям явно очень большое количество лет. Как я это определяю? Ну, понятно, что горшок большой, там есть какой-то ствол уже, вот этот у орхидеи. И каждый год орхидея может засушить по 1-2 листочка. Если считать, то 1, 2, 3, 4, это может быть 4 года, а сколько еще там, мы с вами пока не можем посчитать. Но может быть лет действительно 8 они живут в этих горшках. Они просто на самовыживаемости. Наверное, можно так сказать. Что-то они тут растят. Ой, здесь... Сейчас вам эту орхидею. Здесь орхидея находится глубоко. Поэтому
невозможно увидеть основание. А вот на этой орхидее основание, вот я беру пальцем, основание даже не в горшке, оно сверху. И все равно она пытается жить каким-то образом. Выпускает цветоносы, и не один, а два. Вот этот растущий цветонос, ну, по-моему, он не растет на данный момент, но, по крайней мере, она пыталась вырастить два цветоноса. Видимо, вот этот цветонос даже цвел. Вот он уже отсох. Но давать ей возможность зацвести при наличии у нее всего 3 листиков, а здесь даже 2, конечно, не нужно. Вот у этой орхидеи был ожог солнечный. Видите, как орхидея справляется с этими ожогами? Справляется сама. Вот у этой листики чистые, а вот на этой орхидее, ну здесь видно, что и черные пятна есть на листьях. И если повернуть особенно вот этот листик, вот этот, здесь есть липкие пятна. Причем это липкое пятно есть и в середине, но так как я не увидела никаких насекомых, может быть, это была гутация. А может быть, и были какие-то насекомые. Но так как их поливали, наверное, последний раз очень давно, может быть, они уже исчезли. Я их, по крайней мере, не нашла. Вот эти 2 орхидеи хочу разобрать, привести их в порядок. Может быть, это будет омоложение. Может быть, это будет реанимация, потому что даже вот эти корни воздушные, они все сухие, начинают засыхать. Но на камеру разбирать не буду. Неизвестно, что там в горшках. Может быть, там есть какая-то гниль. Может быть, есть какие-то бактериальные инфекции. Я сейчас освобожу орхидеи из этих грунтов. Вот тут кора, какая-то кора. Но не здесь. Там, где у меня нет орхидей. А нет орхидей у меня только в ванной комнате. Ну, боюсь разбирать там, где у меня стоят орхидеи. Вдруг там есть какое-то грибковое заболевание, разлетится этот грибок и может заразить все орхидеи. Но когда разберу вот эти корни, я вам все покажу, что там будет возможно показать. Промою их, и тогда мы ими займемся дальше. Что-то будем с ними делать. Ну, убирать вот эти чешуйки, обрезать цветоносы. И посмотрим, что у нас с вами получится. То ли реанимация, то ли омоложение. Съемка этого видео идет какими-то частями небольшими. Я разобрала горшки, пришла опять в ужас. Но посмотрите, на этой орхидее, помимо того, что она растет листик и обожженная, у нее есть молодой корень. Как же орхидея хочет жить? Какие они живучие! Даже с такими ужасными корнями. Внутри горшка оказалось еще 2 корешочка, которые росли внутри. Вон там беленькие есть. Они не раскуклены, но они похожи на живые корни. Остальное все, конечно, это сухари, какие-то сухари. Причем низ влажный, верх совершенно сухой. Здесь такая же картина, но здесь даже корней растущих нет. Грунт. Такое впечатление, что это вообще земля. Причем этот ком я даже разобрать. О, видите, как разбирать. Но земля землей. И росли же. Так, ну, в общем, все эти корни я пойду промою. Все, что под водой обломается, слезет с корней, я все это уберу и принесу, покажу, в каком состоянии они будут после промывки. Что у нас после промывки?
корни черные. А здесь корни почти все гнилые. Я это все сейчас буду обрезать. Все сухие гнилые корни. Я даже не знаю, как тут комментировать. Просто обрезаю все корни. Какие тут тяжи оставлять? Здесь даже тяжи невозможно никакие оставить. Сначала все видимые сухие корни обрезаются. Так, буду убирать их с подноса, чтобы было видно хотя бы, что у нас здесь. Так, сначала одну, потом вторую. Так, убираем. Внимательно рассматриваем. Так, потом вот такие маленькие корешки. Нам увидеть, вдруг какие-то живые есть. Но здесь ничего не оживет. Здесь тоже. Так, еще часть корней убрали. Вот эти оставшиеся корни, кажется, что они рабочие. Но вряд ли. Вот таким корням, наверное, года 3. И что бы мы сейчас с ними ни сделали, обработали в Максиме или в Привикуре, они все равно, если их поставить в воду, даже после обработки Максимом, они все равно сгниют. Поэтому здесь у орхидеи можно считать, что только вот эти корни, которые были воздушные, остались живыми. Причем здесь отгнивает верхняя часть корня. Тоже веламен весь гнилой. Но эти корни мы пока оставим. Пока мы вообще не принимаем никакого решения, что мы с ней будем делать дальше. Нам ее нужно очистить все. Давайте срежем основание. Вот это. Сухое и гнилое. До вот этих корней. А посмотрите, как интересно. Как бы ни росла и ни жила орхидея, сколько она давала цветоносов. То есть каждый раз у нее было по 2 цветоноса. Сколько раз... Вот это тоже был цветонос. Сколько же раз она цвела за свою жизнь? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Значит, ей лет 8, как минимум. Так, и здесь я обрезаю вот эту всю черноту, я сразу убираю. Этот пенек. Так, что дальше? Теперь нужно убрать все старые листики, которые высохли, давно уже отвалились. После того, как я ее промывала, листики, вот эти старые, которые одеревенели, они намокли и легко отделяются от стволика орхидеи. Посмотрите, как удивительно. Но орхидеи минимум 8 лет. Минимум. А она все равно живет. Правда, на последнем издыхании, конечно, похоже, что пересаживали ее всего 1 раз. Там, после покупки вот в этот стеклянный горшок, и больше с ней ничего не делали. Ну уж подкармливали или нет, очень вряд ли. Поэтому роста листьев нет. Корни, ну, живет и живет. Корни тоже в плохом состоянии.
листики от ствола никто не убирал. Это мы с вами любители, архаманы. Любим, чтобы все было чистенько, все листики были убраны. Шейку орхидеи видно. Никаких, чтоб черных пятнышек и так далее. А здесь и черные пятна на листьях. Видимо, не все могут всю свою жизнь посвятить орхидее. Цветет, радует цветением и очень хорошо. Но когда-то приходит момент, и орхидея начинает погибать, потому что она сама себя съедает. У хорошей орхидеи не может быть 3 листика и 222 цветоноса. Даже у моей самой старой орхидеи она всегда держит 5-6 листиков, хотя ей уже 18 лет. Я понимаю, что не всем интересна будет эта обрезка. Я напишу на видео, по какой минуты я режу эти корни, чтобы вы могли промотать и увидеть конечный результат. Потому что работа действительно длительная. И не всем это... Кому-то интересно, а кому-то это совершенно неинтересно. Потому что просто вытаскиваю корни, обрезаю. Иногда такой процесс занимает более получаса. Не всем интересно это смотреть. Так, ну что, видно результат кропотливого труда.
так поднимаю. Остались полуметровые корни. Сейчас я все это уберу отсюда, потому что неудобно показывать. Это уже все. Цветонос тоже срезаю, обрабатываю. И будем дальше обрабатывать ствол орхидеи. Вот от одной орхидеи, вот от другой орхидеи. Вот столько за 8 лет орхидея наращивает корни. Ну, вы знаете о том, что в любом случае корни погибают, у них есть свой срок жизни от полугода до 2,5-3 лет. Так что вот это 8-летние корни орхидеи. Сухие, старые, конечно, не рабочие, просто гнилые. Сейчас еще тряпку. А где же у нас Юля? Сделать это видео, поделить на 2 части. Ой. А что толку, что ты поделишь на 2 части? Ну, там же будет видео на полчаса. Сёма, дай мне, пожалуйста, закончить с орхидеей. Мне еще надо ей стволок почистить. Так, не мешайся. Наблюдатель. Продолжаем с этой орхидеей. Теперь будем снимать все старые чешуйки. Попробуем посчитать, сколько этой орхидеи лет. Так, сейчас. Ну. Здесь непонятно. Вот отсюда идут цветоносы. 1, 2, 3, 4, 5. Так, сбилась. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ну, это были, наверное, 7. Ну, примерно столько же. Так, и теперь тоже после того, как мы намочили ее хорошо, эти старые листочки будут сниматься. Для того, чтобы не повредить хотя бы какие-то оставшиеся корни, будем надрезать секатором пополам эти листики и аккуратненько снимать, чтобы не повредить хотя бы то, что у нас осталось. Так. Ух, да тут еще один ниже есть. Я за верхний взялась. Очень сухие. Все равно даже после того, как я их намочила все, они все равно очень сухие.
Тёма нам поет песни, пока я занимаюсь орхидеей. Поэтому я не очень громко говорю, потому что уж очень он у нас любит песенки попеть. У нас есть единственный молодой растущий корень. Здесь нужно аккуратно, очень аккуратно, прям все сделать, много надрезов, все разрезать для того, чтобы не повредить этот корень. Потому что он единственный. Вот самая сложная чешуйка, которую нужно взять из-под корня. Вот она. Теперь в другую сторону. Ну вот, освободили этот корень. Теперь с этой стороны. Обратите внимание, что под каждой такой сухой чешуйкой хотел бы пробиться молодой корешок, но не получалось у него. Вот эти сухие чешуйки не дают возможности пробиться этим корням. Цветонос, да, цветонос пробьет, а молоденькие корешки нет, не получилось у них. Вот сейчас снимаю, и опять здесь хотел корень быть. Но что-то пробивалось, росло же что-то. Вот есть же один корешок, который смог пробиться. Но он всего один. А у орхидеи основание становится все тоньше, тоньше, листиков все меньше, меньше. Вот эта часть становится тоньше, тоньше. А если бы орхидею вовремя пересадили, вовремя накормили, она бы и в этом возрасте была большая, сильная. А она каждый момент своей жизни думала о том, что ей нужно продолжить род и выпустить цветоносы. Ну что ж, попытаемся ее вырастить по новой. Естественно, как цветут эти орхидеи, я не знаю и знать не могу, и никто мне об этом никогда не скажет. Если только увидим следующее цветение. Если только спасем, вернее, и увидим ее цветение. Если получится, покажу вам, что даже
здесь, я вижу, что здесь тоже хочет пробиться корень. Но настолько вот это все сухое, что ему это сделать не удается. Вот он. Вот теперь мы с вами будем гадать. Видите, розовые кружочки? Да и не один, вот еще один хотел пробиться корешок. Больше не буду снимать. Здесь тоже, вот здесь тоже есть желание у корня пробиться. Обычно мы считаем, что вот это фузариозные кольца. Но мы не знаем, как цветет орхидея. Может быть, у нее по цветению есть что-то такое фиолетовое в цветах. Поэтому может быть это и не фузариозные кольца. Оставим ее пока в покое, ничего делать не будем. Здесь я даже не могу без очков понять, то ли это еще одна цветовая опочка, то ли это корень хотел пробиться. Вот здесь что-то есть. Давайте решим вопрос со стволом. Здесь тоже все гнилое. Нужно его убрать. Убираем вот эту часть. Оставшиеся корни не задеть. Даже отрезать тяжело. Такие все одеревеневшие. Так, здесь тоже все вот это гнилое снимаем. Все, что осталось от гнилых старых корней, все убираем. Еще есть гнилые корешки. Так. Еще можно подрезать. Сейчас. До живого я не дорезаю. Это все еще ствол, одеревеневший ствол. Такие, здесь корни еще длиннее. Так, и вот что у нас осталось от этой орхидеи. Не буду повторять то же самое, точно такие же старые корни. Вот эта часть орхидеи находилась над субстратом, поэтому тоже все высохло и отгнило. Поливалось, видимо, сверху. Просто наливалось еще там в поддон. В общем, что делать с этой орхидеей, сказать сложно. Но по виду
Танцев с бубнами над ней не устраивали, и она прекрасно цвела. Ну, теперь нам нужно сделать ее омоложение. Нам досталась самая сложная задача. Вдохнуть в нее новую жизнь. Опа, вот, хорошо, Юля пришел. А то спрашивали, где же наш любимый кот? Юляша. Сегодня длинное видео, сегодня все успели. Да. Сегодня все успели поучаствовать, да, Юль? Юль, все, ложись, тоже ложись, давай, ложись и не будешь мешать, ложись, можешь поучаствовать, но вот мне не очень нравится, что ты лег, а мне нужно будет сейчас разводить Максим. Ну вот как это так, Юля? И вообще, как можно повернуться так всей спиной к зрителям? Юля. Тебя пакетик привлек, да? Ну, я знаю, да. Ты любишь такие хрустящие пакетики погрызть, но это не для тебя. Иди с Ричи поиграй. Юляш, иди с Ричи поиграй, а то он будет проситься тоже на стол. Ах, ты его тут. Ну, видишь, он тебя зовет, Юля. Ну не хрюкай так. А чего ты хрюкаешь? Козявка от бульдога. Да? Забирай Юлю, идите играйтесь. Мы попросили удалиться всех помощников, потому что будем разводить химию. Вот что у нас осталось от 2 орхидей. Вот такие корни. Корни старые. Велика вероятность, что эти старые корни сгниют даже в Максиме. А вот этим новым корням мы дадим возможность начать расти. Обработаем Максимом. И будем надеяться, что и от шеи корни прорастут и у той, и у другой орхидеи. Начинаем. Вода теплая 28-32 градуса. Максим развожу 2 мл на литр. Вот такая капсула-пипетка. Я знаю, что не принесла, палочка не принесла. Набираю в пипеточку водичку и вымываю весь Максим. Если нет Максима, есть привикур, можно обработать корни привикуром. Тоже спасает от гнилей. И на привикуре написано, что он корнеобразователь, поэтому тоже поможет. Но это именно в такой сложной ситуации. Размешиваю. Давайте начнем с этой орхидеи. Помещаю корни орхидеи.
И саму орхидею желательно поместить тоже в раствор. Вот так поместилась. Оставляю ее на 20-30 минут. Через полчаса достаем орхидею из раствора, ставим в кашпо на просушку. После Максима нужно просушить корни орхидеи от 6 до 12 часов. Это зависит от температуры в вашем помещении. В этом же растворе мы обрабатываем и вторую орхидею. В 1 литре Максима можно обработать до 4 орхидей, если это делать сразу, одну за одной. Потому что через 12 часов Максим становится неактивный. Но при обработке, при последующих обработках орхидей надо добавлять время. Первая 25 минут, вторая 30 минут, ну по 5 минут, потому что какую-то часть нужных веществ из Максима, конечно, корни забирают. Поэтому добавляем время обработки. Теперь вторая орхидея. Первая простояла 25 минут, это будет стоять 30 минут. Прошло 30 минут, достаю вторую орхидею, также перемещаю в кашпо. И дам возможность просохнуть корням. Я вам не показала никакой обработки листиков у этих орхидей. То есть я их не протерла зеленым мылом. Я черные пятнышки не намазала ни привикуром, ни фитоловином. Есть причина. У меня сейчас идет плановая обработка орхидей от клещей, поэтому буквально завтра, послезавтра я буду обрабатывать. Но так как орхидея, видимо, длительное время простояла с этими пятнами, и пятна дальше не пошли разрастаться прямо на весь лист, наверное, она переживет сначала обработку от клещей, и я понаблюдаю вот именно за этой орхидеей. У этой орхидеи не все так плохо, даже можно сказать хорошо. А вот здесь были и липкие пятна. Мне нужно увидеть, что орхидея будет дальше делать. Появится ли это агутация, появятся ли какие-то вредители. Вряд ли, потому что я ее сейчас хорошо промыла под краном. В общем, вот здесь нужно внимательно наблюдать. И если вдруг с ней будет что-то происходить, там какие-то загнивания или пятнышки, или липки, вот тогда я буду смотреть, что с ней нужно дальше сделать. А пока просто наблюдаю день, два, три, и тогда предпринимаю какие-то меры. Вот этот Максим, который скапливается внизу кашпо, я выливаю. Когда корни просохнут, наливаю воды в кашпо, вот внутренняя выемка есть в кашпо, по внутреннюю выемку. И так они будут у меня стоять на наращивании корней. Буду за ними наблюдать, потому что листиков у них очень мало. Орхидея за счет листиков не сможет растить корни и следующие листики. Поэтому вот все сложно, когда по 8-10 лет не пересаживают орхидеи. Надо все делать вовремя. То есть прошло 3 года. Начала орхидея вырастать из своего горшка. Нужно ее омолодить и пересадить. Ссылочку на видео, в котором я показываю омоложение орхидеи через 2,5-3 года, я оставлю в правом верхнем углу экрана и под видео обязательно. Не нужно будет вот этих сложных манипуляций. У орхидеи будут молодые растущие корни. Ее можно будет просто пересадить, не боясь, что она перестанет расти.
Ту орхидею, которую мы омолаживали, я вам показывала. Она зацвела. Это был пират Пикати. Сейчас она отцвела, продолжает растить листики, продолжает растить корни. Никаких проблем с этой пересадкой не было, а вот здесь возникают проблемы. Будем наблюдать, будем смотреть. Если вам интересно узнать продолжение именно об этих орхидеях, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Будут приходить оповещения о новых видео, вышедших на канале. Ну а эти орхидеи я вам обязательно еще раз покажу. До новых встреч! Увидимся на канале!